Всем привет! Как сделать диванный станок для вышивания своими руками? Решил сделать примерно такой, как на этой картинке. Взял с запасом 4 рейки 30 на 20 по 90 сантиметров. Израсходовал 2,5 рейки. Наши киски все время мне хотели помочь сделать станок. Взял гайки, шайбы и мебельные болты. Еще взял сантехнические шпильки, потому что когда покупал комплектующие, еще не знал, какой буду делать станок. Но они мне не понадобились. Итак, начинаем делать станок. Отмеряем 2 рейки по 40 сантиметров. Я отпилил сразу 2 рейки, зажав струбцинами. У кого их нету, пилим по отдельности. Также отмеряем и пилим 2 рейки по 50 сантиметров. Находим и отмечаем середину рейки. Далее от каждого края отступаем по 1,5 сантиметра и отмечаем их точками. Здесь мы просверлим отверстие. Потом от любой предыдущей отмеченной точки размечаем отверстие через каждые 3 сантиметра. Так делаем на всех 4 рейках. После того, как разметили, высверливаем отверстие сверлом диаметром 6 мм. Вечером мы с любимой женой сделали все заготовки. На следующий день я перебрался на кухню и продолжил делать станок. На короткой рейке со стороны, где одно отверстие, отступаем 3 сантиметра, а со стороны двух отмечаем от края 1,5 и 6 сантиметров. Распиливаем ее пополам. Получилось 2 рейки по 1 сантиметру. Чем ровнее отпилим, тем легче потом выравнивать. Делаем одно длинное отверстие, для того, чтобы можно было свободно регулировать станок. Вы можете это сделать, как я, или пропилить лобзиком.
Потом напильниками выравниваем все неровности. Закругляем и сглаживаем все углы. Выравниваем и закругляем все 4 длинные рейки, которые 50 и 40 сантиметров. Итак, вот такой примерно станок должен получиться. Я не знаю его реальных размеров, мои размеры вот такие. Рама у меня уже была, поэтому мне ее не пришлось делать. А у вас если нет, то придется ее сделать. Для этого вам понадобится к этому набору еще 2 круглые рейки в диаметре примерно 2 сантиметра. Отпилить их по 45 сантиметров и вкрутить с обоих сторон сантехнические шпильки. И сделать боковые рейки по 32 сантиметра. Для того, чтобы это все сделать, вам понадобятся напильники, ножовка с мелким зубом, линейка, простой карандаш, дрель или шуруповерт со сверлом диаметром 6 мм и наждачная бумага, для того, чтобы зафинишировать шлифовкой все детали, которые мы изготовили. Вот еще раз размеры всех деталей, которые нам понадобится сделать. Эти проставочки 2 по 3 сантиметра и 2 по 1 сантиметру из квадратных я сделал круглыми. Вот все болты, гайки и шайбы, которые нам потребуются. Когда все детали готовы, приступаем к сборке станка. У шляпки мебельного болта есть квадрат для фиксации. Его нужно будет немного пробить, чтобы болт сел и зафиксировался. Это для того, чтобы он не прокручивался. В самую длинную рейку 50 см вставляем мебельный болт. Ставим проставку 1 см. Одеваем рейку 40 сантиметров. Ставим зубчатую шайбу, простую шайбу. И накручиваем барашек. В рейку 27 сантиметров ставим мебельный болт, тот, который покороче.
Одеваем ее в ножку, она же рейка 40 сантиметров. Зубчатую шайбу и простую шайбу. Затягиваем ее барашковой гайкой. Берем еще один короткий мебельный болт, вставляем его в 50-сантиметровую рейку. Соединяем с рейкой 27 сантиметров и фиксируем барашковой гайкой, проложив шайбу, желательно побольше, у меня ее не было. Одну сторону собрали. Точно так же собираем вторую сторону. Оставшихся два длинных мебельных болта вставляем в раму. Ставим проставки в 3 сантиметра. И соединяем с получившимися ножками. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
Вот и все, такой станок у нас получился. Всем спасибо, удачи.